Большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня предлагаю приготовить очень вкусные, пышные, сочные котлеты. Здесь у меня 200 граммов белого хлеба, он обычный, не подсушенный. Заливаю сюда 250 граммов молока и оставляю в таком виде, чтобы хлеб впитал молоко. Также нам понадобится фарш. Я взяла мясо, здесь у меня говядина и свинина. Вы можете взять или свинину, или говядину, или курицу, или индюшку, все, что захотите. 1 килограмм мяса и 1 средняя луковица среднего размера. Делаем котлетный фарш. Посмотрите, батон полностью впитал молоко, пока я занималась мясом, и теперь его тоже нужно перемолоть на мясорубке. Вместо молока вы можете заливать батон обычной водой, тоже 250 мл. Фарш солим по вкусу, я добавляю чайную ложку с горкой и обязательно черный молотый перец тоже по вкусу добавляем. Берем и тщательно перемешиваем фарш руками. Батон сделает котлеты пышными и сочными, потому что он впитал в себя все молоко. Молоко я не отжимала. Посмотрите, я перемешала весь фарш, и он получается вот такой вот мягкий, пушистый. Для того, чтобы сделать конфеты, котлеты еще более сочными, я добавляю сюда 200 граммов обычной питьевой воды, но не сразу всю, а частями, чтобы не переборщить, чтобы котлетки у нас стали сочнее. И вот посмотрите, вот такой получается в итоге фарш. Он уже прям чувствуется, что он и пушистый, и сочный. Котлета будет просто замечательная. В итоге я добавила 200 мл холодной питьевой воды. Можно, чтобы она уже даже у вас была предварительно кипяченой. Когда фарш перемешали, теперь берем его и отбиваем. Минимум 10-15 раз. 3. Накрываю фарш крышкой и отправлю в холодильник хотя бы на 30-60 минут, можно и на дольше, чтобы фарш промариновался и стал более плотным от холода. Фарш простоял у меня в холодильнике где-то 1,5 часа. Также подготовьте миску с холодной водой. В принципе, в холодильнике можно фарш оставить и на дольше, часа на 2, 3 и 4, чтобы мясо больше влаги в себя вобрало. Оно сейчас уже стало таким более плотненьким и будет удобнее формировать котлеты. Обмакиваю руки в воде, чтобы фарш не слишком сильно лип к рукам. И формирую котлету. Сформировали аккуратную котлетку. Фарш прекрасно уже держит форму. И панируем котлету в муке. Вместо муки можно использовать панировочные сухари. Выкладываем на сковородку с растительным маслом. Минут через 5-6, а может и 7 переворачиваем котлетки. Вот такая получается золотистая корочка благодаря муке. Можно еще обжаривать вот так вот на бочке, чтобы уж точно все прожарилось. Готовые котлетки перекладываем в форму. Эту форму, если вы не уверены, что котлеты прожарились внутри, можно поставить в духовку, и там на 180 градусов, приблизительно на 10 минут, можно поставить на плиту, тоже налить немножко водички, чтобы они протушились минут 10, чтобы точно у вас все приготовилось. Но я попробовала, разрезала котлету, вижу, что все приготовилось отлично, поэтому не переживаю на этот счет. Тем более сейчас я еще накрою их крышкой, и они под своим теплом еще пропарятся немножко. Вот так вот. Раз. Теперь давайте раскроем одну котлетку и посмотрим, что там у нас внутри. Видно, сколько сока. Это то, чего мы добивались. Ну что ж, давайте пробовать. Котлета вкусная, сочная, мягкая, пухканька, такая мягенькая. Как это пухкая? Пушистая. Воздушная, классная. Я надеюсь, что вы попробуете, вам понравится. Всем пока, до новых вкусных рецептов.